Всем привет! Это Мэг by Bird. И за выходные я приготовила для вас нечто интересное. Знаете, бывает такое, что нечем заняться в Sims 4, но все равно как-то скучаешь по игре. Именно в такие моменты я обычно начинаю перестраивать города, участки и переодевать Сима. Многие уже сняли видео об изменении значимых персонажей всей линейки Sims. Например, год или те же Лангра. Я решила не идти по шаблону и сделать ремонт в съемной квартире в городе Сан-Мишуна, а также совместить это с переодевашками стартовых персонажей. Мой выбор пал на персонажа по имени Салим Бин Али. Итак, давайте начнем. Что мы знаем? Персонаж у нас имеет черты характера лежебока, творец, книжный червь и мыслитель. Он имеет жизненную цель популярный автор. У него также хорошо развит навык писательства и выбрана соответствующая карьера. Судя по происхождению имени, по внешности в том числе, я думаю, он относится к восточной культуре. Если кто не в курсе, в Sims 4 есть такие участки, у которых в свойствах указано «нужен ремонт». Поменять это свойство легально невозможно. И как раз поэтому сегодня мы будем преображать нашу квартиру, при этом имея лишь стартовый бюджет персонажа и деньги, которые у нас появятся при продаже предметов. Вот так выглядит наше до. Грязные, с дырами от мышей стены, пошарпанные полы, открытые щитки и трубы. Сейчас наша задача продать всю мебель и двери. И чтобы все было как в жизни, я не буду трогать стены и оставлю примерно такую же планировку. Расставляем свет, чтобы сразу было видно, с чем нам предстоит работать. Для кухни я решила использовать подиум, и поддерживая восточную тематику, мне захотелось сделать вот такую плитку, а в гостиной покрытие сделать другим. Таким образом у нас появляется разделение на зоны. Я также добавляю перегородки и начинаю размещать холодильник, тумбочки и выбираю плиту. Решила также разместить верхние тумбочки и большой кухонный шкаф. Наш Салим явно будет рад большому количеству места для столовых приборов, кастрюль и полотенец. Размещаем также вытяжку, нашу ненаглядную сигнализацию и шторы. Добавляем свет над плитой и общий свет наверху. Приступаем к гостиной. Справа размещены трубы, так понимаю, для горячей и холодной воды. И я решила схитрить и поставить большой шкаф. Думаю, что можно будет подобраться к кранам в случае поломки. Слева у нас замечательный щиток, и мы аккуратненько заставляем его книжным шкафом. Ставим кресло, добавляем растения и очень долго пытаемся выбрать ковер. Напоминаю, что мужчина у нас восточный, и ковер должен быть не хуже, чем у Аладдина. Опять-таки, аккуратненько, чтобы никто ничего не понял, задвигаем дыру и слив диваном. Расставляем свет, к гардеробу ставим зеркало и не забываем про установку наших дверей. Хотя, конечно, двери обычно ставят перед тем, как поклеить обои, но да неважно. И я возвращаюсь к кухне и ставлю небольшой стол. На данном этапе кухня и гостиная готовы. Приступаем к ванной. Здесь все довольно просто. Ванная в этой квартире вообще как-то быстро обустроилась. Вообще по всей квартире самые проблемные зоны уже позади, только осталась небольшая дыра в спальне. А спальню я решила оформить в светлых тонах и добавить рабочую зону. Компьютер, кстати, не пришлось покупать, он был в багаже нашего Салима. Правда, модель у него явно какая-то доисторическая. Мне показалось забавным салфетки у кровати. Возможно, так Салим переживает эмоции своих же героев книги. И у нас остается буквально чуть меньше пары тысяч симолеонов, поэтому я добавляю картину, вешаю шторы и оформляю прихожую. Здесь у нас будет зона для того, чтобы можно было привести себя в порядок перед выходом, присесть на табуретку и спокойно надеть обувь. Отправляем нашего Салима в уже отремонтированную квартиру проверить, все ли работает. Меняем положение душа, проверяем стулья, кресла и диван. Мне очень захотелось, чтобы на кухне тоже была раковина, ведь я думаю, что это не очень удобно ходить до туалета мыть посуду. Поэтому я напродавала немного предметов и поставила ее. Салим, довольный, пошел мыть руки. Посмотрите на него, улыбается. А ничего, что бортику перегородки не докрасили? Но сейчас все исправим. Итак, товарищ, давай мы тебя переоденем. Так как Салим у нас писатель, то я хочу его переодеть в более спокойные тона. Пиджачки, рубашечки, возможно, кофты. И я вернусь к вам уже с готовым результатом. Ну и вот что у нас вышло. Я не стала менять только его купальный костюм. Вот наше преображение и подходит к концу. Расскажите, как вам мой обновленный Салим? Получилось ли у меня сделать его жизнь чуточку лучше? Комментарии открыты для всех.
Подписывайся, ставь лайк. Ну а я благодарю вас за просмотр, желаю отличной рабочей или нерабочей недели, отличного настроения и всем пока-пока!